15, 16, 17, 18, 19, 19 и вот 20. На 10 сантиметрах. 20. На 10 сантиметрах считаем. Не на 8, на 10. Подожди, 20. А тут какая селка села? Клен 12,5. На 8. Ну, в метре 100 штук. Я беру 80, не свой. Теоретически правильно вы говорите, но фактически я вижу, тут 6 миллионов. Как 6, блядь, ну, смотри. Это ж колос. Ну то я не вижу, ну давайте так. Хорошо, вот идем дальше. Вот тут я согласен, тут 6 миллионов. Можно прожить без всего, а без хлеба тяжко. Хлеб это жизнь. Это жизнь. Самое интересное, у меня папа был в Освенциуме ребенком и выжил. И вот он когда рассказывал, как они потом, их американцы освободили, все остальное, как они потом в Псковскую губернию вернулись, крапиву ели. И вот я когда в плену был, думаю, ну как-то ж он там выжил, и я должен выжить. И тоже выжил. Вот это вот все делали сами, этого не было. Вот здесь, вот это все, что здесь стоит, это все привезено с Луганска. Здесь ничего не было, были одни плиты, это все сделано вот уже руками. Виталик, поймай мне ягненка. Вот этому ягненку 3,5 месяца. $25. 26. 27. Опять 25. 0,23. Бета-щільність. То бишь тут нежелательно находиться больше 5 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы выращиваете здесь? Все, пшениця, овес, все, що є. Тут цезий в 24 раза превышает норму. Не боитесь? А що вже бояться? Ну де? Ну 30 років я тут живу. Сеєм, паху, все. Ну как все началось? 20 лет работал в Луганской области фермером. Вот. Жил в Луганске. 1,08, 1,5. Затем в 2014 году, скажем, начались все вот эти беспределы. Вот. Ввиду этого я принял, то бишь, украинскую сторону, и так как меня воспитывали, родину и мать не выбирают, и помогал украинской армии. 6 июня был взят в плен. 207 суток провел в плену. Я в Одессе жил, там уже какое-то время. Вот. Ну и мы созванивались с ним каждый день, вечером в основном. И тут я ему обычно вечером звоню, у него отключен телефон. Но я знаю, что он там в полях бывает, поэтому думаю, наверное, в поле работает, там прыскает или что. И лег спать. На следующий день звоню, и телефон у него отключен до сих пор. Я позвонил Славику, Славик там с ним работал. Звоню, говорю, Славик, привет, ну что там, где там батя?
А он говорит, да вот езжу, говорит, ищу его. В течение дня мы созванивались еще, и, в общем, потом выяснилось уже чуть позже, что ехал он на работу, а он ездил каждый день через блокпосты туда, ну, домой на работу. И вот его на блокпосте забрали. 1,5. Ну давай чуть-чуть. Ох и вонючий. Вонючая дрянь. Хорош. А где ты видел, чтобы лекарство пахло? Мальчик-милиционер, его забрал Бэтмен, вот эти же ополченцы. Били очень сильно, у него было два выбора. Или замучают, или идти в ополченцы. И он пошел в ополченцы. А потом он долго был поваром и кормил пленных. Ну, там, помоями такое все. И как-то он попал к нам, я его узнал. А мы с ним жили в одном подъезде, я его еще маленьким мальчиком помню. И вот он раза 3-4 меня голодом морили, он спасал меня от голода. И вот он узнал, что 22 августа у меня день рождения, я ночью где-то в час ночи пришел, принес нам такой огромный котелок, где-то 3-литровой каши с тушенкой, как сейчас аж слюни пошли. Это ж надо, точно собака Павлова. Каши такой с тушенкой гречневой. И 2 вот этих маленьких кофе, видно, где-то они аппарат забрали. И по батончику, ну, не помню, как называется, то ли китикет, то ли катикет, такие красненькие, шоколадные. Говорит, с днем рождения, только, говорит, фантики попрячьте. Вот мы ели эту кашу, вот, и кушали эти ж кофе с батончиками. Это где-то, ну, июль, август, сентябрь, июль, август. 3 месяца как раз, 3 месяца и 18 дней я просидел. Когда был день рождения такой прекрасный и хороший. Мороз по шкуре идет. Рома, ти їдеш з Богданом старший пирскати. Тебе як кличуть? Коля, це ти для жінки. Микола, йди сюди. Чтобы набрать нельзя. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Я еще раз покажу всем, то бишь, относиться к этому очень-очень аккуратно. Как слоны не бегать взад-вперед, ходить только по рядкам. И будем делать, это называется межвидовая прополка. Объездили практически всю Украину. Начали Харьков, Полтава, Херсон. Как-то попали сюда. Чернобыльская зона. Страшно было. Взяли хорошие дозиметры. 2 месяца обходили все поля. Ну и в результате, скажем так, остались здесь. Те поля, которые мы обследовали, есть уровень радиации выше нормы, мы их не брали. Значить, я показую усім. Ваша зарплата буде завісити від того, скільки я знайду після вас браку. Тобі ж це дуже відповідальна праця. Коли один, треба дивитися, по-любому там десь може бути другий. Вирвав колоски, листя мені не треба, кинув. Ось він. Вирвав, Ось теж, да? кинув, да. Тобі ж оце вона. Тобі ж оце треба все нам не спіша, тобі ж і пішли по кругу. Ну, когда мы вышли, скажем так, я долго лечился, потому как был сильно покалечен. У меня 6 ребер поломано, 2 дважды, отбиты почки, отбиты селезенки. То бишь резали ножовкой, отрезали руки.
Вот, звонили Путину, называется звонок Путину, наручниками к батарее и 220 по пенису. Это называется звонок Путину. Ну и освободили меня, я весил 49 килограмм, то бишь дистрофия была. Дома. Я не я и папа. Вот давай спросим человека, у него он в Донецке родители. В Донецк когда-нибудь вернется украинская власть? На мой характер я ввел бы, скажем так, военное положение и всех под ружье. Меня, тебя, кого угодно. То бишь враг пришел на эту землю, его надо уничтожить. Все. Это все вялотекущий анонизм. Идет торговля с Россией, идет перевозки, идет все. То бишь это неправильно. Одни гниют в окопах и гибнут, а другие торгуют. Ну, вот я покупаю удобрения. Галнафтохим. Это огромная львовская фирма. Все удобрения поставляют с России. Я у них спрашиваю, сколько в год поставляете? Они говорят, да ничего, немного. Раньше было больше, сейчас всего лишь 40 тысяч тонн. 40 тысяч тонн. 40 тысяч тонн, за 40 тысяч тонн Украина отдала денег куда-то. У нас что, нету своих заводов химических. У нас апатитов нет. Ну, Хотя вы правы, азотные удобрения с России. так что все это непонятно. Ладно, поживем. Ответь, девочки. Да, ответь. Анатолий Дмитриевич. Это ж не девочка. Да, слушаю вас. Так, Анатолий ладно, надо Дмитриевич, ехать. Там семинар будет в среду, 8 числа. Поедете? ДСВ. Василя. А? Ну, что ты, рідненько, робишь? Я понял. Ну, мы работаем в поле. Горчица уже выше моего роста. Сейчас ее покормят еще. Жуков погоняют, будет где-то 2,5 метра. Бывает, если захочешь. Чем больше рост, у нас с каждого листочка с пазухи выкидывают соцветия еще. Цікаво буде. Да. Ладно, ты уже спишь, да? А, ну давай я попозже наберу. Давай, рідненько, давай. Комары уже не так грызут. Спать легли. Ты хоть выспался? Там начали бомбить вообще жестко в Луганске, и не было связи ни с кем. И вот как-то 4, может, 5 месяцев уже прошло, как бы уже опускали руки. Там те, кто его искал, те же там друзья его всякие. И многие говорили, что, скорее всего, его уже нет в живых. И побриться сразу можно. В общем, он мне позвонил через 6 месяцев. Столько его не было, и никто не знал, где он. И вот там несколько месяцев напряжения, а потом он позвонил, и я вот услышал его голос, и все. В основном местное население встретило отлично. Конкуренты, которые брали эту землю незаконно и обманывали людей, ну, были конфликты, скажем так, жесткие конфликты были. Это моя уже частная собственность, блядь, деньги пришлось отдать людям. А
как все получилось? Приехали с поля, легли спать, протопили печку, все нормально. И в час ночи хлопчик пошел в туалет, выходит, крыша горит. Ну, пока 2 огнетушителя было, потом там воды немножко в водовозке было. Все, вызвали пожарку, пока приехала пожарка, огонь мы сбили. Ну, она дотушила, и все на этом. Прямо зашли во двор, на крышу кинули 2 бутылки. Нашли потом здесь 2 бутылки. Так сгорело в хлам. Такой добротный был деревенский домик. Ну. Да, воду откройте. Вот сюда лейте, вот сюда. Оп, 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 оп. Давай, закрывай воду, Лера. Морозы, солнце, день чудесный. Ел. Молодцом. Сейчас к маме отнесем. На, девочка, на, твой. Ну как, человек не знает, как даже мина шелестит. Да, это мелкая мина, да, но когда она шелестит, все, кто это знают, все на земле. Грязь, дождь идет, все. И я, и Леха, все на земле лежим. И когда люди говорят, что там жизнь плохая, живется плохо и так далее и тому подобное, конечно, нет, жизнь прекрасна. Я надеюсь, что будем жить мы в вильной Украине. Вася, спички есть? Есть. Научился в плену курить. Да так, я вообще думаю, что все будет хорошо. То, что мы добились за год, и каких урожаев. Я думаю, если лишь бы войны, блядь, не было. То, что Европой нам не быть, это понятно. Потому что европейцы, я думаю, в таких условиях вряд ли бы выжили сейчас. Вот. Когда я служил в армии в 1982 году, нас было 840 человек, призванных с Луганщины и Донеччины. И это были хорошие солдаты. Вот. И нам всем набивали вот такую наколку. Вот. Сын Донбасса здесь написано, видишь? И я горжусь, что я с Донбасса. Ну то, что Донбасс просрали, скажем так, это факт. Жена приезжает с Европы и говорит: милый, а что мы тут делаем? И не может этого понять. До сих пор.
Ну, теперь сейчас поедем в цивилизацию. Искупаемся, побреемся, помоемся. И завтра опять в Полесский край.